Возможно, это видео окажется короче, чем я ожидала. За яркими огнями и блеском сцены с Рлин скрываются небольшие пространства, не затронутые камерами, место, где все кажется более искренним, тихим и гораздо более реальным. Там Тэхён и Чингук стоят не как мировые иконы, а как два человека, которые слишком привыкли понимать друг друга без слов. Первым появляется Тэхён в идеально сидящем платье с Рлин. Персонал приветствует его уважительно, называя его имя с благоговейным трепетом. Но взгляд Тэхёна не полностью сосредоточен на комнате. Время от времени его глаза скользят к двери, словно он чего-то или кого-то ждет. Когда, наконец, входит Чингук, атмосфера меняется незаметно для всех. Нет чрезмерно преувеличенного приветствия, нет броской реакции. Просто короткий взгляд, достаточно долгий, чтобы подтвердить присутствие друг друга, достаточно короткий, чтобы не привлекать внимания. Чингук слегка кивнул, и Тэхён ответил ему легкой улыбкой, которая появляется только тогда, когда он чувствует себя в безопасности. За кулисами стилисты были заняты поправкой деталей, поправкой воротников, изменением положения часов, корректировкой обуви. Чингук стоял неподалеку от Тэхёна, делая вид, что смотрит в телефон, но на самом деле каждое движение Тэхёна было отчетливо видно краем его глаза. Он точно знал, когда Тэхён нервничал, когда его плечи слегка напрягались и когда ему требовалось успокоение. Не задумываясь, Чингук подошел ближе. Тихим голосом, почти заглушенным толпой, он слегка прокомментировал наряд Тэхёна, не слишком восторженный комплимент, просто короткое замечание, достаточное, чтобы заставить Тэхёна улыбнуться. Этого было более чем достаточно. Плечи Тэхёна расслабились, дыхание замедлилось. Как амбассадор с Рлин, Тэхён был в центре внимания. За ним следили камеры, сотрудники называли его имя, и каждое его движение было тщательно изучено. Но каждый раз, возвращаясь за кулисы, его взгляд всегда был прикован к одной и той же фигуре. Чингук стоял немного в стороне, словно намеренно давая ему пространство, но никогда по-настоящему не уходя. Был один короткий момент, ускользнувший от внимания публики. Чингук поправил слегка закатанный рукав пиджака Тэхёна, и Тэхён ответил коротким прикосновением к запястью Чингука, словно говоря: «Я в порядке». Объяснять было не нужно. Они давно понимали язык друг друга. По мере приближения времени выступления напряжение было ощутимым. Тэхён глубоко вздохнул, в последний раз взглянув в зеркало. Чингук стоял позади него, их отражения встречались в стекле. Никаких слов поддержки не было сказано, только взгляд, который говорил «я здесь». И каким-то образом этого всегда было достаточно. Когда Тэхён вышел на сцену, где выступала Селин, Чингук остался за кулисами, неотрывно глядя на него. Не взгляд фаната, даже не просто коллеги по группе, а взгляд человека, который знает, насколько важен этот шаг, потому что сам прошел этот путь. За экраном Селин, среди роскошных тканей и мягкого света, Тэхёну и Чингуку нечего было доказывать. Присутствие друг друга было молчаливой, но надежной поддержкой. И, возможно, именно в этих свободных от камер пространствах их отношения выражались наиболее честно, без звука, без заявлений, только через взгляды, настороженную дистанцию и присутствие, которое никогда по-настоящему не покидало их. И, как и раньше, когда некоторые вещи привлекли мое внимание во время прямой трансляции BTS после групповой тренировки, я не могла не поделиться кое-чем довольно интересным. Вначале, когда Тэхён встал, чтобы поправить освещение, потому что они с Чингуком посчитали, что белый стол влияет на контраст камеры, Чингук все это время наблюдал за ним. Он был полностью сосредоточен на том, что делал Тэхён, когда тот шел, и продолжал смотреть на него, пока тот регулировал свет. В какой-то момент, когда Чингук издалека взглянул на него, Джин внезапно рассмеялся без видимой причины, и они оба рассмеялись вместе. Джин даже сделал вид, что ударил его, как будто не знал, как еще отреагировать. Позже, когда Намджун рассказывал о своем экзамене по вождению, а Чингук выразил сомнение по поводу того, как он припарковал машину, Тэхён внимательно наблюдал за ним со своего места. Еще до того, как Чингук успел закончить свой вопрос, взгляд Тэхёна уже был прикован к нему, показывая, что все его внимание было сосредоточено исключительно на Чингуке.
И я хочу отметить, что, хотя прямая трансляция была довольно короткой, Тэхён, казалось, очень хотел уйти. Это важно упомянуть, потому что меня действительно поразило то, как Чингук настаивал на участии в их плане, как будто он не хотел оставаться в стороне ни на минуту. В общем, когда Тэхён начал танцевать под хореографию «We are Bulletproof PT2», и остальные без единого слова присоединились, это был поистине прекрасный момент. Чингук наблюдал за ним с самого начала танца, и было ясно, что он точно знал, когда нужно присоединиться. Синхронизация между ними была одной из самых прекрасных вещей, поскольку было очевидно, что их улыбки были искренними и что они действительно наслаждались моментом вместе. То, как Чингук пристально смотрел на него, а затем присоединился в нужный момент, было деталью, которую невозможно было игнорировать. Потому что было очаровательно, как Тэхён, казалось, не замечал взгляда Чингука, и это было заметно каждый раз, когда у них была возможность во время прямой трансляции. Кульминацией этого момента стал момент, когда Хобби спросил, хорошо ли выглядит его наряд, и одновременно поднял Тэхёна, чтобы показать рубашку Срлин бренда, официальным амбассадором которого является Тэхён и который он тоже носил. Еще до этого Чингук заметил происходящее, когда Хобби указал на рубашку, и даже слегка подвинулся, чтобы лучше ее рассмотреть. Сначала Чингук посмеялся над тем, как Джин держал Тэхёна, демонстрируя наряд, но его выражение лица внезапно изменилось, когда Джин задержал Тэхёна дольше, чем ожидалось, и показал то, что хотел. В этот момент Чингук посмотрел на них со странным выражением, а затем повернул лицо прямо к Хобби, ничего не говоря и никак не реагируя, словно пытаясь разрядить обстановку, но не сумев полностью скрыть изменения в выражении лица. Каждый может интерпретировать этот момент как угодно, но он показался ему странным, и поэтому я хотел упомянуть об этом со своей точки зрения, потому что этот жест было трудно игнорировать. На самом деле, когда Тэхён начал объяснять, что Джин всегда дарит ему подарки, он упомянул, что любит использовать подарки от Джина в качестве спортивной одежды, чтобы они приносили пользу. Объясняя это, Тэхён помассировал плечи Джина и выглядел очень благодарным. В разгар всего этого Тэхён на мгновение взглянул на Чингука, который уже смотрел на него с еще более странным выражением лица. Чингук, казалось, сжал челюсти и скрестил руки на груди, ведя себя необычно. Он молчал, ничего не говоря, сохраняя трудно скрываемое выражение лица, пока Тэхён рассказывал о подарке Джина. Хотя я не могу сказать, что это была форма ревности, которую он наконец смог подавить, важно отметить это, потому что было довольно забавно наблюдать за его таким поведением с мгновенным отрицанием, которое он не мог не испытывать. Затем, просто чтобы сказать что-то во время прямой трансляции, Тэхён упомянул, что прошлой весной они внезапно начали прямую трансляцию, особо не задумываясь. Все внимательно слушали, словно ожидая от него чего-то важного, но в конце концов он просто сказал, что все в порядке. Это всех рассмешило, потому что в его словах не было ничего действительно важного. Это больше походило на шутку, чтобы рассмешить зрителей, чем на интересную информацию для фанатов. Самым лучшим моментом было то, как Чингук перестал ерзать и крутить шеей, чтобы уделить Тэхёну все свое внимание. Затем он разразился смехом, словно не мог сдержаться. Его выражение лица ясно показывало, как ему нравилось, что Тэхён, не говоря ничего важного, сумел всех рассмешить. И было очевидно, что Чингук не мог притвориться счастливым, получив всего несколько слов от Тэхёна. Но было одно, что я никак не могла игнорировать – то, как Тэхён смотрел на Чингука через камеру. В какой-то момент Чингук заметил этот взгляд, словно они встретились издалека. Затем Чингук отвел взгляд, возможно, поняв, что на камеру это будет слишком очевидно. Ничто не могло убедить меня в том, что это не так, потому что естественный и прекрасный взгляд Тэхёна, постоянно ищущего Чингука, просто невозможно было подделать, особенно учитывая, что это продолжалось почти всю прямую трансляцию.